Приветствую вас на канале Рукоделки-поседелки, и сегодня мы будем с вами вязать вот такой брелок-подвеску на сумочку. Вот такую связку тюльпанов давайте свяжем, и я вам покажу, как она замечательно смотрится на рюкзачке. Вот так ее можно привязать, и это будет прекрасный весенний аксессуар. Давайте свяжем. Теперь мы будем с вами вязать два тюльпанчика. Один у нас будет чуть побольше, а два чуть поменьше. Я вам покажу на примере поменьше. Разница лишь будет состоять в количестве воздушных петель и количество рядов. Все это я вам пропишу в описании. Итак, начнем вязать тюльпан. И начинаем мы, набираем 15 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая. С второй петли от крючка мы с вами провязываем 14 столбиков без накида. Первый, второй, третий. Тут главное не пропустить. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и 14. Мы с вами провязали 14 рядов, делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. И теперь смотрите, хочу обратить ваше внимание. Дальше мы с вами все ряды будем вязать за заднюю стенку, не за две стенки, а за заднюю стенку петли. И вяжем 14 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Тут у нас последний, вот 14. Воздушная петля, разворачиваем вязание и повторяем все точно так же, да? Вот у нас с вами идут петельки, но мы с вами вяжем всегда за заднюю петлю. И продолжаем так вязание. 14 столбиков. И 14. Воздушная петля подъема. Развернули вязание. И снова продолжаем. 14. И так мы с вами вяжем. 27 рядов. Давайте встретимся, когда я уже свяжу эти 27 рядов. Итак, мы с вами провязали 27 рядов. Как посчитать? Такая гармошка у нас с вами получается. У нас 13 должно быть полосочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И здесь один еще ряд, 27 рядов. Тут мы с вами ниточку отрезаем, ну не очень длинную, но такую
чтобы мы могли собрать наш тюльпан. Ниточку обрезали. Дальше мы ее закрепляем. Закрепили. Дальше мы с вами вставляем нитку в иголку. И нам надо с вами полотно сшить. Сшивать мы будем с вами тоже за задние стенки петли. Даже вот так делаем. Нить у нас должна быть с этой стороны. С этой стороны нить. И смотрите, мы берем с вами, вот у нас, видите, косичка. Вот косичка. Но мы будем сшивать за заднюю стенку петли. А здесь обычным способом. Просто прошиваем за заднюю стенку. Прошили. За заднюю стенку. И так проходим с вами до начала тюльпанчика. Сколько у нас осталось с вами? 2 петли. Первая и вот вторая. Все. Мы прошили, и у нас, смотрите, получается все красиво. Закрепили. Теперь что мы делаем? Смотрите, мы находим, вот мы будем брать в каждую петлю с этой стороны. Мы находим вот эту петлю и просто продеваем. Вот, продели. Продели. По кругу делаем так. Продели. Все. Это последняя наша. Мы стягиваем. Хорошо подтянули. Подтянули. У нас тут маленькая получится дырочка, ничего страшного. Смотрите, можно здесь вот так захватить и подтянуть. Подтянули. Вот так закрепить немножко. Сюда мы вставим с вами перышко, да? Понятно. Тут закрепили пока. Так, красиво. Подтянули. У нас с вами тюльпанчик готов. Мы можем эту нитку вывести внутрь туда. Пока. Потому что сейчас мы будем закреплять. Теперь смотрите. Тоже я хотела сказать по поводу большего колокольчика. Маленький колокольчик мы с вами вязали на 15 петель и 27 рядов. А большой колокольчик, если вы захотите, видите, он немножко больше. Мы вяжем с вами на 17 петель и 27 рядов. Чуть меньше, чуть больше. И вот так будет. Ну и продолжим наше вязание. Сейчас мы будем с вами вязать стебель, а затем листья для наших тюльпанчиков. И начнем мы с цепочки из воздушных петель. Итак, мы с вами провязали цепочку из воздушных петель. Вы себе промерите примерно, чтобы легко эта цепочка надевалась на сумочку. Ну и дальше я вам показываю, как мы будем вязать стебель. Со второй петли от крючка мы с вами вяжем полустолбиком с одним накидом. То есть в каждую петлю по одному столбику, полустолбику с одним накидом. И вот такое у нас с вами легкое, простое вязание.
Так мы с вами провязываем, ну, где-то 1/3. Даже нет, мы с вами провязываем до половины. До половины, ну, примерно. И там мы с вами сделаем еще один стебелек. Давайте я провяжу это за кадром. И когда я свяжу половину этого стебелька, мы с вами продолжим и сделаем еще одну веточку. Значит, вяжем с вами чуть-чуть меньше половинки. Вот так, смотрите. Не 1/3, а вот здесь у нас с вами будет колокольчик. Здесь у нас с вами будет колокольчик. А отсюда мы провяжем еще одну веточку, и тоже у нас здесь будет колокольчик. Ну а пока давайте провяжем вот примерно сюда столбиками, полустолбиками с одним накидом. И давайте я это сделаю за кадром. И встретимся уже с вами на этом краю. Итак, мы провязали с вами 52 полустолбика с одним накидом. Дальше мы вяжем 53 столбик без накида. Так. И 54 мы вяжем с вами соединительный столбик. И после этого мы набираем с вами 22 петли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Давайте посмотрим, где у нас здесь получается будет колокольчик. Здесь колокольчик и здесь колокольчик. 22. Можно еще провязать 22. Давайте 23, 24, 25, 26, 27. Пусть будет 28. 28. И теперь с второй петли от крючка мы с вами опять провязываем столбики, полустолбики с накидом. И вяжем так их до конца. Второй, третий. И вяжем с вами так до последнего столбика. Давайте я это сделаю за кадром. И мы увидимся с вами, когда будем присоединять как раз эту штучку. Так, мы с вами провязали 27 столбиков, полустолбиков с одним накидом. И теперь мы с вами вот в следующую петлю делаем столбик без накида. Вот такая у нас получится соединение. И дальше опять с вами вяжем полустолбиками с одним накидом. Видите, так мы с вами соединили. У нас получится до конца ряда. И давайте я это сделаю за кадром. Так, ну и тут мы заканчиваем с вами вязать лепесток. Даже здесь можно сделать последний, просто соединить, не столбик без накида. И смотрите, здесь ниточку подлиннее с вами отрежем, потому что нам надо будет колокольчики пришить, да? Отрезаем подлиннее и закрепляем. Так, все. У нас с вами готово. Вот такая будет полосочка. И она будет завязываться, а потом вы так завяжете ее. Оп. И будут тут висеть колокольчики. 1, 2, 3. Но нам еще с вами нужно
связать листик. Вот такой листик. Давайте его пока отложу и начнем наше вязание. Для листика мы с вами вяжем 27 воздушных петель. Это чтобы он получился такой, как у меня. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Провязали. С второй петли от крючка мы вяжем 2 столбика без накида. Первый, второй. Дальше мы вяжем 2 столбика, полустолбика с одним накидом. Первый, второй. И теперь почти до конца ряда мы вяжем с вами столбики с одним накидом. Но я это сделаю в убыстренном темпе. Мы провязываем с вами 20 столбиков с одним накидом. И 20. Так, дальше у нас с вами идут 2 полустолбика с одним накидом. Первый и второй. И тут у нас с вами идет дальше один столбик и еще один столбик без накида. И дальше опять повторяем по кругу. 2, тут ниточку вот эту, 2 полустолбика, первый и второй. Видите, такой у нас получается красивый с вами листик. И теперь мы вяжем 20 столбиков с одним накидом. И снова я сделаю это в ускоренном режиме. Вы можете нажать на паузу и провязать вместе со мной. И вот 20 столбик с одним накидом. Дальше мы с вами вяжем 2 полустолбика с накидом. Первый, второй. И остается у нас с вами здесь 2 петли. И мы провязываем 2 столбика без накида. Так, вот мы с вами листик связали. Но нам с вами надо его обвязать, чтобы он был более упругий. Поэтому мы делаем воздушную петлю и теперь просто провязываем соединительные столбики по кругу, как бы укрепляя край нашего с вами листика. Просто делаем соединительные столбики. Ну и снова давайте я включу ускоренный режим и сделаю это быстро. Довяжем до центра стебелька. Если хотите, можно сделать здесь 2 столбика в одну петлю. Ну и так продолжаем. Так, мы довязываем с вами до конца. И тут тоже у нас с вами такой моментик сейчас будет. Можно сделать тоже 2 в одну петлю. Вот. Готово. Вот у нас с вами красивый листик получился. Здесь ниточку тоже оставьте подлиннее, потому что ею будем пришивать. Отрезали. Закрепили. Так. Вот у меня таких будет 2 листика. 2 листика. Вы можете связать один, как посчитаете нужным.
И теперь, когда колокольчики наши связаны, прежде чем их соединить, нам надо с вами их пришить. Давайте, так как у нас здесь уже есть ниточка, я вам покажу, как соединять колокольчики, присоединять. И как их сшивать тоже. Ниточку продели. Наш колокольчик. Нам надо вот сюда, там зафиксировать. Вот. Саму штучку, да? Протянули. Давайте пока так сделаем. И вот тут ее просто зафиксировать. Рандомно ее зафиксируйте. Так. Просто вот так слегка ее там. Пусть будет вот так. Что у нас тут? Все. Колокольчик держится хорошо, хорошо. Здесь ниточки завязали. Обрезали. Они нам не понадобятся. Колокольчик мы пришили. Вот эту ниточку тоже внутрь можно ее убрать. И тоже ее тут закрепить. Все, ничего не понадобится. Лишнюю ниточку обрезать. Все. Нам осталось с вами колокольчик. Теперь мы берем холофайбер, наполняем наш тюльпанчик холофайбером, берем ниточку под цвет нашего тюльпанчика. Делаем тут закреп. Теперь смотрите, мы соединяем пополам. Давайте здесь ровненько, да? Где-то здесь делаем закреп с вами. Оп. Закрепили. И теперь мы просто сложили пополам. И вот так сшиваем. Еще раз. Сделали. Теперь поправили. Делаем вот так. И так мы сейчас с вами сошьем. Выводим сюда петелечку. Делаем закреп. И тут соединяем. Все. Ниточку закрепили. Туда вывели. Обрезали. Вот такой у нас с вами тюльпанчик получился. То же самое делаем и с этими тюльпанчиками.
Тут уже можно желтеньким будет сделать. Смотрите, берем с вами, вводим крючок, вытягиваем крючок. Большой тюльпанчик будет там, где маленький отросточек. Оп. Вот наша ниточка. Мы берем иголочку. Повторяем все то же самое. Да? Нам надо закрепить с вами вот эту штучку. Поэтому что мы делаем? Мы делаем закреп. И соединяем просто. Захватываем и зеленую, и белую. Все равно, как мы это с вами делаем. Все. Ниточки завязали. Все хорошо, красиво держится. Даже этой ниткой смогу, наверное, сейчас сделать закреп. Берем холофайбер, немножко совсем, да, нам много не надо. Наполняем наш батон. Так, я думаю, хватит. Так, и теперь серединка, где она серединка? Пусть будет здесь. Сделаем закреп. Так, тут у нас с вами все можем ниточку эту внутрь вывести. Такой у нас получается 2. Еще у нас остался 3. И мы еще добавим с вами листики. Давайте это уже сделаю за кадром и покажу вам уже готовый подвес. Ну и вот я вам показываю уже готовый результат. Смотрите, здесь мы уже пришили с вами все листочки. Тут уже выберите сами рандомно, где пришить. И вот такой подвес у нас получается. Еще один нюанс. Можно сделать сами бутончики немножко худее. Хочу обратить ваше внимание. Смотрите, это 2 одинаковых бутончика, но здесь холофайбера больше, а здесь меньше. И поэтому он выглядит этот чуть больше, этот чуть меньше. Они одинаковые. Вот такой брелок-подвеска у нас получился. Ну а если вам понравился этот мастер-класс, поставьте лайк, мне будет приятно. И до новых встреч. Пока-пока.